Харибол, Харибол. А если он говорит гармонию? Мы будем петь Акрода Парамананда. Jai Shri Guru Guru Nagandar Vikyan Giridhari Radharit Manabhalan Ji ki Jai Maharaj Ji ki Jai Kula Devi Yoga Maya ki Jai Shirupanuga Guru Varga ki Jai Bhaktivanta Damodar Maharaj ki Jai Bhaktivanta Sadhu Maharaj ki Jai Bhaktivanta Madhusudan Maharaj ki Jai Krishna Priyata Kurani ki Jai Shri Gaur Nataraj ki Jai Nitai Gaur Premanande. So we're singing Akroda Paramananda. Мы поем. Which melody? Какие мелодии?
Перевод, пожалуйста. Великодушный Нитьянанда Рай никогда не гневается, ибо он воплощение наивысшего духовного блаженства. Трансцендентный Аватхута Нитай ходит по городу. Стучась в двери самых низких грешных людей, он щедро раздает им драгоценную Харинаму Махамаду. Зажав в зубах соломинку, он просит каждого встречного: поклоняйся Гаура Хари, я твой. С этими словами на устах Нитай катается по земле. Он похож на золотую гору, покрытую пылью. Лочундас говорит: грешники, в чьих сердцах нет привязанности к такой милостивой аватаре, как Нитьянанда, будут бессмысленно блуждать по свету, без конца рождаясь и умирая. Do you know who is Nityananda? Вы знаете, кто такой Нитьянанда? You know? Yes. Who is Baladev? Хорошо, а кто такой Баладев? Brhat Krishna. What does he represent? И что же он собой представляет? Akhanda Guru Talva. He is the original spiritual master. Он изначально духовный наставник. All the Vaishnava gurus, they are his representatives. То есть он представитель всех гуру Вайшнавов. Yes. Nityananda Prakash. Нитьянанда Пракаш. So Krishna very mercifully came back as Krishna Chaitanya. This morning we finished with this explanation. Кришна очень милостиво пришел на землю в виде своего аватаре Krishna Chaitanya. Кришна Чайтаньи. Вот. This morning we were. Сегодня мы об этом с вами говорили. But because this is Kali Yuga, Ну потому что сейчас Кали-юга, he was thinking, I am not enough. он подумал, наверное, этого недостаточно. No, I need to bring my brother Nitai. Наверное, мне нужно взять с собой моего брата Нитая. So my brother Balaram actually. То есть моего брата Баларама. So Brajendra Поэтому Брадженда, Nandana Jay Sachi Sutta Hoilo Se Balaram Hoilo Nitai. The son of Nanda, сын Нанды, Krishna, Кришна, he came as Gauranga он пришел как Гуранга, and Balaram came as Nitai. а Баларам пришел как Нитай. So the two together, Поэтому оба они вместе, Dina Inayata Chilo Harinam Udharilo. Oh, through the chanting of the holy names, they saved so many conditioned souls. вместе они, воспевая свое имя, спасли столько обусловленных душ. But out of the two, Но из двух Nitai is most merciful. Нитай самый милостливый. No, because Krishna, he still has some sense of justice. Krishna has a sense of justice. Who deserves, who doesn't deserve. Потому что все равно Кришна сохранялась. У Кришны сохранялось это чувство справедливости. Кто заслуживает, кто не заслуживает. But Balaram not like that. А Баларам, он не такой. So Chaitanya Mahaprabhu,
Поэтому читанием Also, like Krishna, he has still some sense of discrimination. Who should get, who should not get. Поэтому читанием Махапрабху, так же как у Кришны, сохранялось его чувство справедливости, он все равно еще размышлял, кто кому следует мантру повторять, кому не следует. But Nitai doesn't have this discrimination. Вот. А у Нитая такой дискриминации не было. It is said he is blind in his distribution of mercy. Как он сам говорил, я слеп в раздаче милости. Vrindavan Das Thakur is singing like this. Vrindavan Das Thakur. Вриндаван Дас Тхакур, He sings one bhajan. он просто в баджане поет об этом. Areba Nitaya Mardoyar Avadi. Oh, brothers, my Nitai is the limit of mercy. О, братья, мой брат Нитай, он Is the limit of mercy. Он сам лимит милости. Limit? Как лимит, так... Различ. Разни. The limit. Различ. Он является безграничной милостью. Means, if mercy has a limit, Что означает, что если милость ограничена, then Nitai is that limit. тогда лимит ограничения, лимит этой милости, это сам Нитай. Yes. Means nobody can be more merciful than him. То есть никто не может быть более милостливый, чем он. Marke Premade. He was beaten by Jagai, but he gave them prema. Jagai and Madai, two hooligans. He was hurt, beat, but he gave them love. Говорится, что два Джагара, хорошо, его били, но при этом все равно он раздавал ему. He gave прему. Emandaya tunahe marke premade. You will never find somebody so merciful. Вы никогда не видите кого-то более милостливого. Because even though he was hurt, still he gave them prema. Потому что даже если, несмотря на то, что им причиняли боль, все равно он давал прему. Prema means pure love. А према означает чистая любовь. For Krishna. Кришне. This is a higher thing a human being can get. Это самое высокое, самое высшее, что человек только может получить. The best thing we can receive. Самое лучшее, что мы только можем получить. That is Krishna prema. Pure love for Krishna. Да, чистая любовь к Кришне. The highest potential we have as human beings. Самый высокий потенциал, который может. Is to develop that pure love, prema. Что самым высоким потенциалом является как раз таки самая према, чистая любовь к Богу. So Nityananda Prabhu himself was going door to door. Поэтому Нитянанда Прабху сам ходил от двери к двери. No. And he was asking people, please chant the name of Gauranga. Don't refuse me, accept me. Он ходил и говорил, пожалуйста, повторяйте свое имя, не отказывайте мне. So try to imagine someone about 2.40 meters in size. Только представьте, человек ростом 2 метра 40 сантиметров. His whole body is like white like camphor, like moon. Его кожа белая, как луна. Also like Mahaprabhu with eyes like lotus petals, practically touching his ears. Very, very large eyes. С такими же большими лотосовыми глазами, как буранги. Also with arms under the knees, и также с руками ниже колен. And always absorbed in pure love of Krishna. Всегда источающий любовь к Кришне, чистая любовь к Кришне. And he's coming to your door. И вот он стучит в вашу дверь. And you're a little Bengali woman. И вы маленькая, низенькая девушка Бенгали. And you look up to him like this. Смотрите на него снизу. And his eyes are full of tears. А его глаза полны слез. Please don't refuse. Chant the name of Krishna. Его глаза полны слез. Он говорит, пожалуйста, пожалуйста, повторяй святые имена Кришны. No. Then he starts to go into ecstasy. И потом его хватает экстаз. No. And he thinks that he is in Vrindavan. И он начинает думать, что он в Вриндаване. No. And that you are Gopi. А что вы гопи. And he starts to speak words in different language.
Кто-то начинает говорить слова на разных языках непонятных. So you go inside and find your husband. Вы говорите, окей, подожди, заходите в дом искать мужа. Дорогой, один парень, но очень странно. There's one guy very strange at the door. Говорите, дорогой, там какой-то странный парень на пороге стоит. So husband is coming out. И вот муж выходит. But that time Nita is at the next door. Нита уже у другой двери стоит. And who is there? His partner, Haridas Thakur. А там его товарищ Хриdas Тхакур. So your husband said, what you want? И когда ваш муж спрашивает, что же ты And хочешь? Haridas said, нет меня в это, он, этот человек. And then he's already at the next door doing the same. И вот Нита уже у другой двери делает то же самое. And when the person is like, said, no, please don't refuse. И также все люди в шоке, они так говорят, пожалуйста, не отказывай мне, повторяй No. мне. If you worship Gauranga, you can buy me. I'll become your servant. Он говорит, что если ты будешь поклоняться Гуранге, тогда я стану твоим слугой, то есть ты просто купишь меня этим. And when you are saying, I don't know, then you start to roll on the ground in the dust, crying. А если вы вдруг вошли в замешательство и говорите, что я не знаю, то он начинает кататься по земле, просто плача. Like a golden mountain in the dust. Как золотая гора в пыли, как поется в Баджане. This was the situation in Bengal 500 years ago. Вот такова была ситуация 500 лет назад в Бенгалии. You have those two giants, 2 meter 30, 2 meter 40, Gaur-Nitai, going in the streets, dancing and begging people, please chant. Вот только представьте себе, вот такие были будни в Бенгалии 500 лет назад, где два высоких парня по 20 метров роста ходили с руками поднятыми вверх и всех просили, пожалуйста, повторите свое имя. So we were not so fortunate to be there at that time. К сожалению, мы с вами настолько удачливы, чтобы побывать там в это время. We don't know in which body we were at that time. Мы даже не знаем, в каком теле мы с вами тогда были. Maybe human body, maybe animal body. Может быть, человеческом, может быть, животным, мы не знаем. But you know something? Но кое-что мы That знаем. prema that they were distributing free. Но мы знаем точно, что према, которую они раздавали бесплатно, We can get the same prema today. сегодня мы также можем такой прем The only получить. difference is to get it, we have to follow some sadhana. Вот, единственная разница в том, что сегодня, чтобы получить эту прему, нам нужно следовать садхане. At that time, those people who were there, they had the karma, you could say, or the sukriti, rather, to be there at that time. Люди, которые были тогда, в то время, это просто была их карма, или просто они накопили сукрити, что им повезло там быть. So we don't have that. А мы, к сожалению, такого не имеем. But we have the sukriti to associate with sadhus. Но у нас с вами есть сукрити, чтобы общаться с саду. And the same praying we can get. И тогда мы получим точно такую же прему. At that time they gave free. В то время давали бесплатно, просто так. But if you were there at that time, Но если бы вы были тогда, в это время там, it means in previous lives already you had practiced. то есть, означает, что в то время вы уже практиковали, And then you were getting the fruit of your previous practice. то вы просто получили, то есть вы уже тогда получили плод вашей практики. Понимаете? Just like Srila Narayana Maharaj said. Narayana Maharaj explained. Да, Шримад Махарадж If we объяснял, follow this, что если мы будем следовать этому, no, and we don't finish in this life, если мы следовали практике, мы не закончим в этой жизни, we may take birth in the universe where Gauranga is having this rhythm. Тогда мы с вами можем переродиться во Вселенной, где Гуранга разыграл эту лилу. And at that time we will get directly from him. И тогда мы бы получили прему прямо от него. Like those people they received when he came 500 years. Как те люди, которые получили прему 500 лет назад. That's how it works. Вот так это работает. When you are ready, then Yoga Maya should transfer you in that universe where he is. Получается, что когда вы готовы, тогда Йога Майя вас переносит в ту вселенную, где как раз таки Гуранга и And then you явился. can receive from him.
И тогда вы можете получить прямо от него. So don't think, oh, what can I get in this life? Поэтому не нужно думать, что же могу получить в этой жизни. How intense is my desire? How much serious I am? Насколько я серьезно. With doubt, Не нужно впадать в сомнение, что я могу получить. Насколько серьезный я, насколько искренний я, как я могу получить. Что я такой неискренний, такой несерьезный, что еще могу получить в практике. Don't think like that. Whatever you do in this life, it accumulates. Все, что мы делаем с вами в этой жизни, оно накапливается. And at the end of life, whatever level you have, next life you start from that level. Да, и в конце этой жизни все, что вы напрактиковали, все, что вы накопили, потом в следующей жизни вы начнете точно с того же самого уровня. Let's say in this life you make 80% of the path. Представьте, что в этой жизни вы прошли 80% пути. Okay, not 100%, 80%. То есть, не 180, да? Okay. Then what does it mean? Да что это означает? Next life you have to start from zero? Это же что, в следующей жизни должны снова с нуля начинать? No. Нет. Next life, like we said this morning, you take birth in family of devotees. Как сказали сегодня утром, с этими 80% вы рождаетесь в семье преданных. And naturally, again, you will be attracted by this path. И потом, естественным образом, вы снова привлечетесь этим путем. When you'll be young, you start to associate with devotees, and all your consciousness from before will come back, and then you will start from that 80, not from zero. Таким образом, допустим, еще в юном возрасте вы уже будете окружены вайшнавами, преданными и будете вдохновляться и следовать этому пути. И тогда, собственно говоря, вы будете продолжать с тех самых 80% дальше. That's how it works. Вот так это работает. And Nityananda was the main distributor of Krishna prema. А Нитянанда, он был самым главным раздатчиком премы Кришне. Chaitanya Mahaprabhu began. Читание Махарадж только начал. But until Nitai came, he did not really spread his Sankirtan movement. Вот. Но пока не пришел Нитай, читание Прабхупаду не распространял так широко Санкиртану. But when Nitai came, really it started. Но когда пришел Нитай, вот тогда все началось. Then the whole Sankirtan movement exploded. Тогда все Санкиртана просто взорвалась. From Bengal to Puri, from Puri to South India, all India. То есть с Бенгалии до Пури и дальше по всей Индии. We can sing another bhajan, Мы с вами еще один баджан, speaking on the same theme. который на ту же самую тему разговаривал. На похожую тему. Hari Hari Vipale Janama Gunayani. Hari Hari Vipale Janama. Hari Hari Vipale. Hari Hari Vipale Janama Gunayanu. Hari Hari Vipale Janama Gunayanu. Vipale Janama Gunayanu. Hari Hari Vipale Janama Gunayanu. Hari Manusha Janama Peya Radha Krishna Navajyana.
Hare Krishna, Krishna Krishna,
Перевод, пожалуйста. О Господь царей, моя жизнь прошла впустую. Жизнь я сознательно предят, ибо получи прежде человеческую жизнь и поклонялся Раде и Кришне. Вместе с Наму Санкиртаной из Галоки Вриндавана в этот мир низошло сокровище Према Бхакти. Почему же оно не привлекает меня? Мое сердце днем и ночью горит в огне материальных желаний, но я даже не пытаюсь погасить этот пожар. Шри Кришна, сын царя Браджи, приходил в этот мир в образе Гурасундры, сына Шачи, а Шри Баладева в образе Нитьянанды Прабху. Проповедуя повсюду воспевание святого имени, они спасали даже самых недостойных, и лучший тому пример Джагай и Мадхай. Народ Тамадас молился: «О Радха, о Кришна, прошу вас, будьте милостивы ко мне, позвольте всегда оставаться возле ваших лотосных стоп. Кроме вас у меня нет никого в этом мире». Do we need any comments, or is it self-evident? Нам нужны комментарии, или так понятно? Все понятно? Понятно. We just have to make the effort. Нам просто нужно приложить усилия. Why I have no taste? Почему же у меня нет вкуса? Oh, because my chanting is inattentive. Потому что мое воспевание невнимательно. Imagine I'm speaking with you. Представьте, что я разговариваю с вами. You know, my dear friends, Вы знаете, дорогие друзья, I don't really want to speak with you actually. я не очень хочу с вами разговаривать на самом I'm деле. more worried about what's inside my own mind. Я больше, честно говоря, думаю о том, что... Everyone has his own problem. У меня есть несколько проблем, которые нужно решить. How would you feel Как бы вы себя чувствовали, if I don't speak to you like this? если я бы вот говорил с вами вот так? It's very difficult to keep your attention in the lecture, right? На самом деле, во время лекции очень сложно внимание, да? He doesn't look at us. He looks worried by something else. Когда лектор выглядит так, что он думает о чем-то другом, да, свои какие-то другие беспокойства. No, when you speak with someone, you speak eye to eye, right? You Нет, на самом деле лектор как communicate держит in a very personal way. Он очень личностно With обращается. eye contact, yes. We communicate like that, right? То есть мы общаемся как взглядом, верно? So when we chant the holy name, Поэтому, когда мы воспеваем we don't имя, have Krishna in front of us visible, конечно, у нас нет перед глазами Кришны, but he's there in the holy name. но он здесь, в самом святом имени. But we chant as if he was not there. Но мы с вами воспеваем так, как будто бы в этой сне. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama. He's a person. Он личность. He's a person. We're not speaking of some energy, some power. Он личность, это не какая-то там энергия, сила. No. Power and energies, they belong to him. Нет, сила и энергия, они принадлежат ему. He's a person. Потому что он личность. Actually, there are two. На самом деле там даже Hare and Krishna. Харе и Кришна. Radha, Радха, the feminine aspect of God, женский аспект Бога. and Krishna, the masculine aspect И of God. Кришна, мужской аспект Бога. He and his energy. И вот он является их внутренней энергией. So the two are inseparable. То есть они оба, эти двое неразделимы. Means God is one, То есть Бог, он един, but he appears in two forms. но он как бы проявляется в двух формах. No. It should not be too difficult to understand. Ну, в принципе, это не сложно понять, правда? Here in the West you have the Sveta Troy. А здесь у нас на Востоке, в общем, у нас есть понятие Святой Троицы. So we know Sveta Dva. У нас Святая Двоица. It's easier, right? Это же правда? Sveta Это Troy. же легко, правда? Oh shit. Святая Sveta Двоица. Dva. Radha Krishna. То есть даже не три, а два, очень удобно, Рада Кришна. Oh, тоже Sveta Troy. Brahman, Paramatma, Bhagavan. На самом деле Кришна тоже Святая Троица, потому что Браман... Oh, тоже у нас есть Sveta 4 тоже. No. Да, даже 4, да, вот их. Sveta 4 у нас тоже есть. Святая четверка. Aniruddha Sankarshan.
Света 5 тоже. Даже, можно сказать, стая пятерка. Панчатадва. Потому что Панчатадва еще. Чайтанья, Нитянанда, Адвайта. Святая шестерка. Гададхар, Шривас. And then Света 6. 6 Goswami. Да, даже есть стая шестерка, это 6 Госвами. Света 7. А есть стая Саптариши. Саптариши. Света 8. Стая восьмерка. No, 8 Vasu. Света 9. Nama Yogendra. И так далее. Света 108. So God is one, but manifesting in two forms. Таким образом, Бог, Он один, но проявляет себя в двух формах. Now, it is a little difficult for us in one sense. Возможно, нам это немного сложно. Because we don't have such experience. Потому что у нас такого опыта не было. Like, if I want to be happy, допустим, я хочу быть счастливым. no, I have to look for it outside of myself. Мне нужно для этого как-то по сторонам оглядеться, правда? But Krishna is not like that. He is complete, Om Purnam. А Кришна, он не такой, он полноценный, он Пурнам. Om Purnam. So when he wants to taste happiness, he doesn't have to go outside. He goes inside of himself. Поэтому Кришна, когда хочет почувствовать счастье, он идет не куда-то вовне, он обращается внутрь себя. No. Because he is Atmarama. He is satisfied in himself. Потому что он сам себя удовлетворяет. So what does he do? He finds in himself one energy of pleasure. Что же он делает? Он находит внутри себя какую-то энергию удовольствия. And that energy he manifests outside. И потом проявляет эту энергию вовне. That energy is personified as Srimati Radhika. И если персонализировать эту энергию, получится Шримад и Радика. Imagine yourself. Представьте, вот вы, да? No, that you go in the morning in the bathroom. Утром пошли в ванну. And you look in the mirror. Смотрите в зеркало. But instead of seeing your face, но вместо того, чтобы увидеть свое отражение, you see the face of someone exactly like you, but opposite gender. If you're a boy, you see a girl. If you're a girl, you see a boy. Вы пришли в ванну, смотрите в зеркало и видите в отражении не себя, а человека полностью похожего на вас, то есть прям вылитый вы, но другого пола. Допустим, если вы парень, то видите женское лицо, если вы женщина, то видите мужское лицо. And that reflection in the mirror is not different from you. И это отражение в зеркале, оно не отлично от вас. And at the same time, it looks like another В то же person. время оно выглядит так, как будто это другой человек. And you develop with that person a beautiful love story. И вы с этим человеком разыгрываете прекрасную любовную историю. This person is like the ideal. И этот человек, это отражение, он просто идеал. Completely corresponding to all your needs, desires. Полностью соответствует всем вашим потребностям, желаниям. The dream. Просто мечта. What you say? Вторая половина, да. Просто вторая половина ваша. Yes. But this is a myth in the material world. Да, но this doesn't exist. Но в материальном мире это не существует. When you look at yourself in the mirror, it's you. It's not. Когда смотрите в зеркало, вы видите себя. You don't see yourself as a girl or yourself as a boy. То есть вы не видите себя там внезапно парнем или если вы парень, если девушка, наоборот. Why? Почему же так? Because we're not God. Потому что мы с вами не Бог. Oh. But He is like that. Но вот Он таков. He is complete in Himself. Он полноценен, закончен. His pleasure takes the form of this beautiful Radharani. А его вот эта энергия удовольствия, она принимает форму Радхарани. No, this is Vaishnava theology. Вот такова теология вайшнавов. That the essence of love is called prem. И весь смысл... No, the essence of love is called bhav, sorry. Да, и вот суть любви, она называется бхава. And the essence of bhav is called mahabhav. А суть бхавы называется махабхава. And the essence of mahabhav is... Према. No, Srimati Radhika. Mahabhav Svarupini. А суть махабхавы это Радhika. Srimati Радhika. Олицетворение Mahabhav. Олицетворение махабхавы. So that tendency to love is a person.
that love, the highest kind of love, is a person. Таким образом, самая вообще возвышенная любовь является личностью. And that person is not different from God. She's a female aspect of God. И эта личность, она не отлична от самого Бога, она просто является женским аспектом Бога. So because of that love between them, they constantly enjoying that beautiful relationship and tasting rasa. И поэтому они бесконечно наслаждаются прекрасной любовью, которая называется раса. They're tasting rasa. Они чувствуют, пробуют. And because they're tasting rasa between the one masculine and feminine aspect in this world, which is a reflection of the spiritual world, we also have that tendency to look for that rasa between man and woman. И так как в духовном мире, получается, мужской и женский аспект наслаждаются любовными отношениями, а духовный мир отражается материальным, то в материальном мире мы естественным образом тоже ищем таких чувств, таких отношений. What is there is here. What is here is there. Потому что есть там, но есть и здесь. А что и здесь, конечно же, есть и там. But there in the pure form, here in the imperfect form. Только там оно в идеальной форме, совершенной, а здесь нет. Like if you want to shake hand with someone, например, хотите с кем-то пожать руки. you cannot shake hand with the shadow of the hand of that person. Вы же не можете пожать руки, пожать руку через тень, пожать тени руки. I cannot shake hand with the shadow. Да, я не могу пожать руку If I want to в shake тени. hand, I have to shake hand there, not in the shadow. Потому что если хочу пожать руку, то я жму руку, а не тень. So this world is like shadow. Поэтому наш мир является тенью. Therefore, everything is not what it seems to be. И здесь все такое, здесь все не такое, каким оно кажется. No. Like the shadow, it looks like the hand, but it's not the hand. Например, тень, она выглядит как рука, но это не рука. No. You remember the myth of the cavern of Plato? Помните миф? The myth of the cave? Le mythe de la caverne de Platon? Le philosophe Platon. Помните философа Платона? У него есть... миф, окей. Миф Платона о пещере. Все эти... You remember? Есть такой миф, помните? From course of philosophy, no? Ну, курс философии, может быть. Okay, there was a cave. Была пещера, в общем. In which people are tied in front of a wall. И в этой пещере люди как бы заключены, да, пристегнуты, не знаю, к стене. Прикованы, вот, спасибо слово. No, they cannot turn their head to look back what is going on. То есть они не могут повернуть, допустим, голову, шею, да, и увидеть, что же находится за ними. So behind them there is a fire. А за ними находится костер. And behind the fire there are some people moving. А за костром там какие-то другие люди, которые просто двигаются, ходят. And the shadow of those people is projected on the wall in front of the people. Вот, а тень этих двигающихся людей, она отражается, получается, на так, что люди, которые прикованы к стене, они как раз эти тени все и видят, как на экране. And the only thing that those people who are tied are seen as those shadows. They don't see anything, just the shadow. И получается, что эти люди прикованы, они видят только тени. То есть не видят настоящих людей, не видят костра. No, Plato wrote like this. Вот так Платон написал, да, вот в этом мифе. So, do you understand? You are inside the cave, it's dark. The only light is coming from fire behind you. Behind the fire, people are moving, doing things. But the only thing you see is not the people, but their shadow on the wall in front of you. Таким образом, да, суммирую еще раз. Пещера, люди прикованы к стене. Они видят, ничего не видят за собой, кроме того, что за ними есть костер, и от костра отбрасывают тень другие люди, которые просто ходят. Получается, люди прикованы и видят только тени, и больше ничего. So the only things those people have ever seen are the shadows. Получается, что первое, что вообще эти люди видели, For them, this is the only reality. для них это единственная реальность, которая существует. They never saw anything else. Они никогда не видели ничего другого. No. So this is our situation. Вот такова ситуация, которая описывается. We are in this cave of ignorance.
Также мы с вами находимся в этой самой темной пещере невежества. And what we see is only shadows. И что мы видим здесь только тени. The reality is a spiritual world. Реальность на самом деле это духовный мир, Where they have, so many activities. где у них столько происходит разных действий. But what we see here is only the shadow. А что видим здесь? Мы видим только тени. But because we've been here for so long, we think, oh, this is real. This is Из-за того, a что мы reality. были так долго в этом мире, мы думаем, что да, это реально, это оно есть, это единственная реальность, которая существует. Plato was saying that the goal of philosophy is to make people understand their situation and help them to get out of it. Таким образом, Платон объяснял, что с помощью такого мифа, что люди, как раз таки, что мы все как раз прикованы к этой стене, да, образно говоря, и наша цель с помощью знания понять, что то, что мы видим, оно не является и реальностью. What means philosophy? Вот это и означает философия. What means the word philosophy? Что означает философия? Philia Sophia. Love of wisdom. Да, любовь к мудрости. This is what the word philosophy means. Вот что значит философия. This love for wisdom. We should not live our life without any solid philosophy. We should not live our life without a solid philosophy. Complete. Да, мы просто не можем на самом деле жить без какой-то четкой устоявшейся философии, да, полной, законченной. We should look for that wisdom. Мы должны искать мудрость вокруг. What is the goal of life? Думать о том, что это такое, какова же цель жизни. Why I am here? Почему я здесь? Why I am suffering? Почему я страдаю? Who am I? Кто я такой вообще? Where is everything coming from? И откуда все происходит? What is the ultimate goal? Какова же конечная цель? All those questions, they are the object of philosophy. Все эти вопросы являются объектом философии, объектом изучения философии. And of course, various philosophers have offered different answers. И, конечно, разные философы предлагали разные ответы на эти вопросы. But the Western philosophers in general, what they do, they speculate. Но что делали большинство западных философов? Они просто спекулировали. Oh, it looks like. Допустим, это похоже вот на это. Качество, выглядит так. Выглядит так, похоже, кажется. No, but the Eastern approach or the Vedic approach is don't speculate with your mind. The mind is not the proper instrument to understand the truth. Но восточная философия, это физическая философия, она говорит о том, что не нужно слушать свой ум, который все время спекулирует. The mind is not the proper instrument. Потому что ум не является подходящим инструментом для познания истины. The mind is a material element. Потому что ум, он материален. The intelligence also is a material И element. разум тоже является материальным элементом. So, if we want to understand what is metaphysical, Поэтому, если мы хотим понять то, что является метафизическим по своей what природе, is to do with consciousness, то, что имеет общее, то, что связано с сознанием, then mind and intelligence, they are not the proper instruments. тогда получается ум и разум, они уже не являются подходящими Because инструментами. themselves they are material. Потому что ум и разум, они материальные. Maybe they are more subtle, Возможно, они более тонкие, but still they are material. но все равно они являются Therefore, they're материальными. not proper instruments. Поэтому они не подходят для того, чтобы понять истину. We need some external help. Нам нужна какая-то помощь извне. Just like the same example we gave in Ufa. If I come to Ufa for the first time with my car and I don't know Ufa, how I'm going to figure out my direction? Помните, я давала такой пример в Уфе. Допустим, я приехала в Уфу первый раз на машине, да, и как же я буду в ней вообще ориентироваться? I cannot speculate, well, maybe like this. No, I need some help. То есть я же не могу спекулировать там, что может быть вот так или вот так. Нет, мне нужна какая-то конкретная помощь. So either very regularly you put down your window and you ask someone, hey, пожалуйста, Да, and поэтому начинаете, допустим, вы опускаете окно и вы спрашиваете других водителей или прохожих, да, как проехать куда. Or more simple, Или даже более просто. you ask GPS DAS. Спрашивайте вашего GPS DAS. 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 DAS is servant. Да, то есть, ну, GPS. Krishna Das, Служба Ram Das, GPS. GPS Das. Да. No. How does it work? It's guidance by satellite. Да, как же, From above they can guide you.
Как же работает GPS? Да, From он above. работает, вот такой, смотрит на вас сверху, да, и получает сигнал от спутника. So we need the same thing. We need some help from above. Поэтому нам с вами нужна такая же помощь, да, что-то похожее, нам нужна какая-то помощь извне, сверху. That's why we have this guidance, Guru Parampara system. This guidance from above through the line of spiritual masters. Да, и наш с вами GPS это самая гуру Парампара, которая дает нам знания и ведет нас. Then we don't need to speculate. Может быть так, качество, выглядит. No. What is coming, what is the knowledge God gave at the beginning to help us to manage our life? Тогда нам уже не нужно с вами спорить о том, как же это далеко, может здесь, мне кажется, что вот так. Мы просто принимаем это знание сверху, которое Бог уже дал нам. For instance, we are all confronted to suffering. Например, все мы уже с вами привыкли страдать. Isn't it? Не правда? No one can say I'm not suffering. Никто не может сказать, что я не страдаю. Oh, except our friend Josephine in a lecture in Ufa. Наша подруга Жозефина, которая была на лекции в Уфе. No, I'm not suffering. Нет, я не страдаю. Not at all. Вообще нет. I have no time to suffer. Нет времени страдать. I'm too busy. Я слишком занята. Ладно. But we all confronted to suffering. Но мы все с вами сталкиваемся со страданием. So what is the source of suffering? И каков же источник страдания? Many philosophers have asked themselves that question. Многие философы задавались таким вопросом, таким же вопросом. So all the philosophers in the East, they have concluded. И в итоге все философы Востока, они пришли к такому заключению. This world is a place of suffering, and suffering is born from desire. Что и все философы пришли к выводу о том, что весь этот мир он полон страдания, и все страдания происходят из желания. Where is desire coming from? Откуда же это желание происходит? They all concluded it is coming from ignorance. Тогда они пришли к выводу, что желание происходит из невежества. Now, what is ignorance? А что же такое невежество? Oh, then we find different definition according to different philosophers. И тогда мы с вами находим уже множество определений, понятия, что же такое невежество. For instance, Gautama Buddha. Например, Гаутама Будда. He was concentrating especially on this problem of ignorance. Он как раз таки этим вопросом занимался. Вопросом проблемы и страданий. Okay. So what was his conclusion? И в итоге к чему же он What was his пришел? idea? Как же была идея у него? Ignorance means you believe there is a world. Невежество означает, что вы верите, что существует мир. And that this world is full of desirable things. И этот мир полон желанных вещей. And you exist as an individual person. А вы сами существуете как индивид, индивидуально. This is his definition of ignorance. Вот таково определение невежества. For Buddha. То есть для Будды. So what is the reality? А какова же реальность? There is nothing. There's no world. So there's nothing to be desired. You don't understand? I listen to words, but I don't see the concept. Just translate. Okay. It's so abstract that it's difficult to Окей, да. Я за себя, да, что не маленько слишком абстрактно, но когда говоришь, что просто переводи, и что это все абстрактно, что понятно, что сложно перевести, сложно понять. Так вот, на самом деле реальность какова? В реальности ничего вообще нет. There's no world. Нет мира. So if there's no world, А если нет мира, there's no objects of desire. то нет и объектов желаний, которые мы можем желать. Okay. If there's no world, Хорошо, если нет мира, you who are part of the world, you also don't exist. тогда ты, как часть мира, тоже не существуешь. So there's nothing to be desired and nobody to desire anything. Таким образом, оказывается, что в этом мире нет ни того, кто желает, нет ни того, что можно желать. This is the solution of Buddha. Вот таково решение, вывод Будды. Of course, you will tell me there are different schools of Buddhism. Конечно, там разделилось несколько школ буддизма. But these are the original teachings. Но вот это является первым учением. Because it is so abstract, Из того, что он такое абстрактное, so dry, такое сухое, so unnatural, такое неестественное, then after the Buddha left,
then there were different interpretations. Тогда, когда Будда уже ушел, появилось очень много разных интерпретаций этого учения. Oh, maybe it's not exactly like we think we understood. Например, они говорили, что, может быть, вот то, что мы думали, на самом деле, оно не так, а оно вот по-другому. Because this is not, his proposal is complete nihilism. А потому что вот все, что он предлагал, на самом деле, какой-то полностью просто нигилизм. No, there's nothing and there's nobody. Нет ничего и нет никого. It looks like the problem is solved, right? Кажется, что проблема-то решена, правда? We suffer because there is desire. Потому что мы страдаем, потому что есть желание. But actually, if there is nothing and we also are nothing, no more suffering. Но если ничего нет, и нас тоже нет, тогда нет страданий. So that is his solution. Вот такого его решения. Very abstract, right? Очень вот абстрактно, правда? No, if you're born here in the West, it's a little hard to swallow that. Если вот вы родились на Западе, то как бы это очень сложно проглотить эту теорию. No, but if you're born in Thailand or Burma or если Japan, вы родились в Таиланде, там, да, and или you в are Японии, brought up in those concepts, и выросли с этими концептами, then you don't question it. да, вы уже не задаете вопрос по этому поводу, вы принимаете просто. I remember in Hong Kong, 35 years ago, I was preaching there. Помню, однажды в Гонконге, 45 лет назад, когда я там проповедовал, No, that philosophy is permeating everything, pervades everything. It's like elle est répandue partout. Эта теория, она просто проникает во все. No. Because philosophy influences society, right? Потому что философия, она же влияет на общество, правда? So I remember going door to door. Помню, что я ходила от двери к двери with books and с книжками, там, collecting funds for our center. Собирала пожертвования для нашего центра. No. Because this philosophy is so impersonal. Из-за того, что эта философия их такая, она безличная, I remember speaking to someone. Помню, с кем-то разговаривала однажды. And that person would not answer anything. И этот человек, он просто ни один мой вопрос не ответил. But they would take their newspaper and open the newspaper between me and them, like I don't exist. Он взял газету, открыл ее передо мной, закрылся ей от меня просто вот так. They would not say no, thank you, I'm not interested. Он не сказал нет, спасибо, мне это не They would not интересно. even look at me. Даже не посмотрел на меня вообще. Open the newspaper. Взял, открыл газету вот так вот. Стал передо мной. What do? Смотри меня. Okay? Ну вот так. So you keep on speaking. И то есть я продолжал говорить, They don't answer. а он не отвечал вообще. Wow. I was shocked. Я был в шоке вообще. In the West, who will do that? На Западе кто так делает вообще? They would say, no, Они сказали просто, типа, все. get out, I'm not interested. Уходи, мне это No, не thank you. интересно. No, Не спасибо. But there, Но они просто вот так закрылись. you don't exist. Ты не существуешь, все. They don't even speak with you. Они даже не будут говорить. And not only one time, the whole day. Причем это было не только один раз, весь день так происходило просто. Constantly. То есть каждый раз просто передо мной от меня закрывались. Wow. Ничего не говоря. Ужас. Кошмар. So, my guru told me, Тогда мой гуру мне сказал, when somebody leaves the human form, когда человек покидает, leaves the human form, когда человек покидает человеческое to тело become an animal. и становится животным, No, the last human birth. он получает последнее рождение. Как je j'explique toute la France. Toute la France. Oui. La dernière naissance. Okay. So, when the soul leaves the human form to become an animal, the last human life is like a Chinese. Таким образом, получается, что гуру сказал так, что когда душа покидает человеческое тело и приобретает, допустим, тело, последняя была его форма в человеческом теле, и он переносится в тело животного, то эта форма, да, перед тем, как человеческая форма, это, скорее всего, был
китаец. Yes. Последний шанс. Да, то есть такой большой шанс. Last chance. Если два шанса упустили, последний шанс упустили, то to preach there, to try to preach their bhakti, this is like the last chance for them. поэтому пытаться проповедовать им бхакти там в Китае просто последний шанс для них. It's like you catch them before they grow a tail. Просто прям хватаешь маленький за хвост, пока там Before they get a tail. Animal tail. Ага, вот это ящерица за хвост хватать уже. If you don't catch them, then next life they have a tail. Потому что если ты не поймаешь, да, не дашь им бхакти, да, они уже все, уже бросят хвост и становятся животными. So, and I remember preaching there was very difficult. Поэтому я помню, что проповедовать в Китае было очень At сложно. the same time, I felt like the blessings of a whole Guru Parampara, В то же all our время я masters. чувствовала на себе просто благословение всей Гуру Парампары, всех наставников. I remember chanting there, oh, so easy to concentrate. Я помню, что воспевать там, да, читать джапу было So так much легко. Вообще концентрируешься очень легко, потому что чувствуешь в себе столько благословений. From all gurus. От всех гуру. Like you're preaching on the last frontier. Ты как бы на последнем рубеже уже, получается, да, проповедуешь. But you could see that philosophy completely impersonal. Ну, ты понимаешь, что вот их философия полностью имперсональна. You don't exist. Ты не существуешь. Because this is their philosophy. Потому что такова их философия. The world doesn't exist. Мир не существует. What is the solution? Каково же решение? How to realize it? Как же это You осознать? have to become a monk. Ты должен стать монахом, чтобы You have понять. to close yourself in a monastery Должен закрыться в монастыре, and recite mantras. повторять мантры. There is nothing but the void is the only reality. And with a gong. Like you see in documentary. There is nothing but the void is the... Pustata. There is nothing except pustata. Нет ничего, кроме пустоты. Pustata is the only reality. Пустота — это единственная реальность. The void is form, the form is void. То есть форма пустоты, пустота — это форма ничего. For whatever that В means. общем, не понимаю, что значит, непонятно, что это вообще значит, но вот оно такое. But you repeat that kind of mantra sitting in front of a wall or a Buddha, big statue of Buddha, for 13-14 hours a day. И вот монахи сидят в храме напротив стены, просто стены, либо стены, там, или напротив большой статуи Будды по 14-15 часов в день, повторяют эту мантру с ударением в гонг. Trying to extract yourself from the reality. Пытаясь как бы оторваться от реальности. Try to realize that there is nothing. И понять, что ничего не существует. And I also don't exist. I am part of the И я nothing. сам тоже не существую, я просто часть всего. Ничего. I practice as a Buddhist monk like that. Потому что на самом деле я тоже практиковала буддизм как монах. Whoa. So dry. Так сухо вообще. Очень сухой. Then another philosophy which is very near that one, also very common in India, and also it has come in the West, and influencing the whole New Age movement. Есть еще другая философия, очень близкая к этой. Уже тоже не очень новая, но она очень много оказала влияния на западный мир. Yes. So it is called impersonalism. Называется она имперсонализм. Or Mayavad. Или майявада. No. It was propounded by Shankaracharya, one Indian monk in the 8th century. И была она создана, проповедана Шанкарачарьей в 8 веке. Is an incarnation of Lord Shiva. Он является воплощением Лорда Шивы. So he was given by Krishna the task to do this. Потому что, на самом деле, ему Кришна дал такое задание. No, that you should preach a philosophy like this. Он должен прийти на землю и философствовать, и проповедовать такую философию. So it's not to be blamed. Поэтому, в принципе, никого винить из этого нельзя. But the philosophy is very similar to Buddhism. Но сама философия имперсонализма, она очень похожа на буддизм. They also say ignorance means you think there is a world.
Она тоже говорит, что невежество проявляется так, что ты думаешь, что ничего что ты думаешь, что тебе только кажется, что существует какой-то мир вокруг. But in reality, there's nowhere. Но на самом деле никакого мира нет. But instead of saying everything is zero, вместо того, чтобы говорить, что все является нулем, no, they say everything is one. они говорят, что все является одним. The Buddha said nothing exists. То есть Будда говорит, что ничего не существует. But the impersonalists say no. The only reality is cosmic consciousness. А Шанкачарья говорил, что нет. Единственная реальность это вот это космическое сознание. Yes. You're not a person. Ты сам не личность. But at least you exist. Но ты хотя бы существуешь. But the fact that you think you are an individual person, this is illusion. Но вот то, что ты думаешь, что ты индивидуальность, да, личность, это на самом деле иллюзия. The only reality is that no one. Indivisible consciousness. Таким образом, единственная реальность это вот это единое. And then the goal is to become one with that. И сама цель это стать единым, да, слиться с вот этим единым. Actually, not to become one, to realize that you are one. И то есть сама цель это понять, что ты вот. You don't become one, you are already one. И честно, ты не становишься единым с ним, ты как бы уже един. But to realize that you are one. Тебе просто нужно осознать это. No. So the same method, you have to become a monk. То есть, по сути, метод тот же самый. Ты становишься монахом. No. But instead of called Buddhist monk, you're called Swami, sannyasi. Но тебя уже называют просто не буддийский монах, а Свами или саньяси. Of Shankar school. Школы Шанкара. Школы Шанкара? Yeah, Shankar. Yeah, school Shankaracharya. Школа Шанкарачарьи. They also wear robes like this. Они тоже вот такую одежду носят. But very dark. Но такой очень темный. Темно-оранжевую. And they don't keep shika. И не носят шику. And after sannyas, they don't keep Brahmin thread. А после саньяса они уже не носят браманический шнур. They give up all that. Они все. Now I have become one with everything. Они говорят, что теперь я стал единым со всем. But we're not one with everything. Но на самом деле мы не едины со всем. We are part of the one. Мы просто часть чего-то единого. So what do the Vedas say about ignorance? В итоге, что же говорят Веды о невежестве? Ignorance is not to think that there is nothing. Невежество это не то, когда вы думаете, что здесь нет ничего. Of course there is something. Конечно, здесь что-то есть. Of course the world exists. Конечно, мир существует. Ignorance is not to think you're not a person. Невежество это не то, когда вы думаете, что вы не личность. Of course you are a person. Конечно, вы личность. So what is ignorance? Но что же такое невежество? Forgetfulness of your relationship as a person with the supreme person. Невежество это то, когда вы забываете о своих, что у вас есть отношения с высшей личностью. That is ignorance. Вот это и есть невежество. And the solution is not to try to close everything, negate everything, atrophy everything. И таким образом решение проблемы это не в том, чтобы отказаться от всего, да, закрыться от всего, атрофироваться. No. But to reconnect with that original person. Перенаправить свое внимание, да, и снова соединиться с этой личностью. So the path of bhakti, it is said in the scriptures, it destroys that ignorance. И говорится в Писании, что путь бхакти, как раз таки он и уничтожает это невежество. Because it propels you just to take again your original position. Потому что, на самом деле, он позволяет вам достигнуть вашей изначальной позиции. Clear or? Понятно? Does it need any explanation? Может, какие-то еще объяснения? Some question? Может, какие-то вопросы есть? Those are the three main philosophies that we encounter. Это вот такие вот три более-менее философии, с которыми мы сталкиваемся. Buddhism, impersonalism, and the personal school. Получается, буддизм, имперсонализм и персональная школа. We all say the same. То есть мы все говорим об одном. This world is a place of suffering. Что этот мир это место страданий. We all say the same. То есть мы все Suffering is born from desire. Все признаем, что страдания не происходят от We all наших say the желаний. same. Desire is born from ignorance. И также мы соглашаемся с тем, что желания не происходят из невежества. But we have a different view of what is ignorance. Но в итоге наши взгляды отличаются только тем, что же такое невежество.
вопрос такой. Если китайцы — это последняя форма жизни перед животным, разве не может человек стать животным допустим, из тела русского или индуса, если он, допустим, сильно привязан к животному? So, since we said that the person last life before became form is Chinese, so isn't it right that just every person can become an animal no matter what race he is, basically just because he is attached to the animals? This is what Prabhupada told. Ну вот то, что сказал Прабхупада. He indicated that because to lose a human form is a very heavy thing. It's a very terrible thing. То есть он говорит о том, что, конечно, потерять человеческую форму — это серьезная такая проблема. Because это не просто так происходит. you get the human form after so many millions of lives. Потому что ты получаешь человеческую форму после миллионов жизней, All the forms. проходя через все формы. Finally, концов, И на конце концов you get human form. получается человеческую форму. So God is not sadist. То есть Бог, он это не садист. Very, very merciful. Он очень милостлив. So it doesn't just, okay, one mistake, finish, you become an animal again. То есть Бог не такой, что, все, ошибка, сразу будешь животным в следующей жизни. No, it gives chance. То есть все равно он дает шанс. So that chance is to become Chinese. И это шанс, это стать китайцем. You're still in a human body. То есть по-прежнему вы в человеческом теле. Still you have a chance. То по-прежнему у вас есть шанс. But already to be in that kind of body is a kind of punishment. На самом деле, родиться в таком теле — это уже что-то вроде наказания. Because when you look what's going on in China, it's not very Потому nice. что если посмотрите, что происходит в Китае, это на самом деле ничего хорошего там нет. If you study the history of China, Если вы изучите историю Китая, wow, very terrible. что ужасно. And their philosophy is completely nihilistic. Вся их философия просто абсолютно нигилистическая. Materialistic or nihilistic. So already to take birth in those conditions is very terrible. Потому что поэтому просто уже родиться, в таких условиях, это уже But still it's a human form. Но все равно это человеческая форма. Human consciousness. You can Человеческое you сознание. have a chance to. То есть у вас по-прежнему есть шанс. But they prepare themselves for animal life. Но они на самом деле готовят себя к животной жизни. Because when you see what they eat, Потому что говорите, что они едят. right? Everything moving except cars. Все там двигается, кроме машин, короче. Everything flying except helicopters. Все летает, кроме... Они едят все, что... Да. We've been discussing this issue just this lunch, really, like the same phrase. Да, в итоге в Китае они едят все, что летает и ездит, кроме машины и самолетов. Everything flying except helicopter. Everything swimming except boat, except submarine. Да, все, что плавает, кроме подводных лодок. Но я просто не до конца понял. То есть, если, допустим, человек в человеческой форме в теле русского, допустим, родился, но он бомж, он там спит на вокзале, ест там объедки, разве он не родится собакой? Он сначала китайцем родится, что ли, потом родится? Так? That's why the population of Chinese is growing. That's why the population of China is growing. Поэтому популяция Китая растет. You know, in scriptures, there is a principle given. Знаете, в Писаниях такой дается принцип. But not all the details automatically. Но не сразу все детали. For instance, in Bhagavad Gita, Krishna says, at the time of death, the soul takes another body. Например, в Бхагавад-гите сказано, да, что в момент смерти, после смерти душа получает новое тело. But in detail, how does it work? Вот, но детали сами, да, как что происходит. The soul goes out, То, что душа выходит из тела, remains like a ghost for 2 weeks, остается в форме привидения, да, 2 недели around the body, вокруг тела. goes to Yamaloka, Потом она идет на Ямалоку, is judged, там происходит суд, then comes back, потом она возвращается, is put by higher control in a male body, тогда высшие силы ее in the man body, посылают ее в мужское тело. and then when the man has united with his wife,
then the soul is coming from the man body into the woman body. И тогда, когда мужское, это мужское тело соединяется с женским телом, и тогда эта душа переходит из мужского тела в женское. And then for 9 months, и потом 9 месяцев remains in the womb, остается then is born. в утробе, и потом рождается. But the Bhagavad Gita doesn't say all the details. То есть Бхагавад-гита вот это объясняет, но остальные детали At the time она of дает. death, you take another birth. Просто говорит, что во время смерти ты получаешь новое рождение. No. После смерти новое рождение. So when we say at the time of death you become an animal if you misbehave, it doesn't explain, oh, animal means first you go to Yama, then you judge, you come back as a Chinese, then animal. Поэтому, когда мы говорим, что вот будешь себя плохо вести, ты родишься в животном теле. Да, мы там говорим, но мы не объясняем всех деталей, как это происходит. Just like when we say, if you develop bhav bhakti, then you are a pure devotee, you go to Krishna. Также, допустим, мы как бы сокращенно говорим, да, что если что преданность, ты практикуешь бхакти, тогда ты получаешь освобождение и получаешь... You go to Krishna. Идешь к Кришне. But how you go to Krishna? А как же ты идешь к Кришне? First, Yogamaya transfers you to the universe where Krishna has his lila. Сначала Йога-майя тебя переносит в Вселенную, где Кришна находится в своих лилах. Actually, first Krishna Chaitanya. На самом деле, даже изначально Шри Кришна читание. You take birth as a Brahmin boy in Navadvip. Ты получаешь рождение в браманической семье, как мальчик-браман в Навадвипе. No. And then you associate with Chaitanya Mahaprabhu and his eternal associate. И потом ты начинаешь общаться, да, взаимодействовать с читанием Махапрабху. Then you go from bhav to prem. И когда ты идешь от бхавы к преме. Then when you have received that, когда получил вот это вот. Next life, Yogamaya transfer you to where Krishna is having his villa. Тогда уже с премой Йога-майя тебя в следующей жизни переносит в другую вселенную. Там, You take birth in the Vrindavan of that universe where Krishna has his villa. Да, там, где Кришна уже в своих виллах. And then you take birth from a gopi. И тогда получаете рождение в форме гопи. You call a gopi mama. And a gopa papa. Да, то есть у вас уже есть гопа мама, гопи мама, гопи папа. And then you associate with eternal associates of Krishna. Тогда вы уже начинаете общение с вечными, приближенными Богу. And then you go from prema to all the divisions. И тогда вы уже идете от премы к всем другим подразделениям. Snigdha, man, pranaya, rag, anurag, bhav, mahabhav, all the divisions of Mahabharata. То есть по всем этим вот подразделениям. But we don't say this in the text. Но мы об этом не говорим в тексте, да? Oh, when you reach bhav, you go to Krishna. Просто говорят, что когда достигнешь бхавы, то пойдешь к Кришне. How you go to Krishna? Как ты отправишься к Кришне? Like that. Вот именно таким образом. Because the scriptures, they're like sutras. Потому что Писание на самом деле They как give a сутры. principle, and not all the details. То есть он дает какой-то принцип, но особо в детали не углубляются. No, other scriptures they would tell the detail. But Bhagavad Gita, for instance, Krishna spoke for 45 minutes on the battlefield before a battle. So he gave the suit, he gave the essence, and all the details they are given in other Puranas. Конечно, есть такие писания, которые с деталями все описывают. Ну, допустим, Бхагавад-гита, да, это где Кришна прямо на поле битвы за 45 минут рассказал именно суть саму, да, вот там все более сжато получается сама суть. And the rest is in different Puranas. А все остальное можно найти в Пуранах. Yes, all those details. Все эти детали. Like about the soul, допустим, transmigration, the different kind of ghosts. Всякие разные виды привидений описаны. That is in Garuda Purana, for instance. Допустим, Гауда Пуране. There are 18 Puranas. Всего 18 Пуран есть. Hundreds of thousands of verses. Просто сотни тысяч стихов. And they deal with every subject. И они описывают просто все, что есть в Ведах. For instance, in Bhagavad Gita, Krishna says, of all the plants, I'm the healing herb. Like Ayurvedic herb. Например, об Бхагавад-гите Кришна говорит, что из всех трав я healing herb. The herb which is cured. Я лекарственная трава. Я лекарственная трава. Вот, окей. Еще много настоящего. So,
That's all he speaks about Ayurveda in Bhagavad Gita. Это все, что он сказал об аюрведе в Бхагавад-гите. But if you want to know more, you have to study the part of Veda called Ayurveda. And then it will explain you the whole Ayurvedic medicine. Если вы хотите узнать подробнее, да, что такое есть, можно пойти просто в часть вед, которая называется Аюрведа. All the three dosha. И прочитать про все три доши, three guna, про гуны, how to balance. как баланс найти. Все вот это знание. There's some Puranas, they explain all types of medicine, including for horses, for cows, for elephants, for women, for men, for children, for old people. Есть такие Пураны, которые описывают на самом деле все виды лекарств вообще, причем только для людей, но и для животных, там, для лошадей, для слонов, как лечить там кошек. Других планет. То есть других планет. Анатомия других существ. В этом ли причина, то, что в Китае сейчас так много людей? И второй вопрос, если последний шанс это китайская форма жизни, то когда душа из животного приходит в тело человека, какая первая форма? I was expecting that one. Я ждал этого вопроса. Если последний, то китайский, что первый? Африка. I heard somebody speculate like that. Я слышал, люди спекулируют по этому поводу. But I did not read it, and I didn't hear any acharya say that. Но сам я не слышал, чтобы кто-либо из ачарьей на эту тему говорил. Maybe. Может быть, там. Because in Bhagavatam they consider to be like low form. Может быть, Африка, да, что потому что, допустим, в Бхагаватаме там они считаются низшей формой. Like in the fourth canto, the story of Prithu Maharaj and King Vena. Допустим, в 4-й песне там история про Махараджа и царя Притху. Ага, что лучше? 4 canto, да? 4-й песня. So this is the explanation how the black race came. То есть в этой 4-й песне там описывается, как появилась черная раса. So it's not considered very elevated. То есть они там описываются не супер развитыми. But I would not speculate because I have not seen or heard directly. Я бы не стала какие-то выводы делать, потому что я на самом деле, от возвышенных личностей этого не слышала. It sounds logical. В принципе, логика в этом есть. But it's not automatically. Но это может быть не так. No. And also Vedic principles, they're like in general. И в принципе все ведические принципы, они таковы, общие. There's always room for exception. Всегда есть место исключению. Now, why we have all those problems? И смотря почему у нас есть все эти проблемы? No, because we're not following our dharma. Потому что мы не следуем нашей дхарме. As human beings, our dharma is to serve Krishna the best of our ability. Потому что, будучи людьми, наша дхарма — это служить Кришне со всем, как только это возможно. In Bhagavad Gita, Krishna explains, in the beginning of times, I have sent generations of men with yajna, sacrifice, so that by this sacrifice they would get everything they need and follow their dharma. В первой Бхагавад-гите Кришна объясняет, что с начала времен, это begin, в самом начале времен я послал на землю сотни просто поколения поколения людей. And I gave them the jagya, the principle of jagya, sacrifice. И дал им принцип яги, да. Что сейчас? Жертвоприношение, да. And by sacrifice they will become happy in this world. И с помощью жертвоприношения они бы стали счастливы в этом мире. Получили бы все, что им нужно. И вот такая была бы их карма. So in Kali Yuga, those sacrifices, those Vedic sacrifices, nobody is qualified to do. Ну а сейчас в Кали-югу никто из нас не
квалифицирован для проведения жертвоприношений. They have to be pronounced, the mantras have to be pronounced in a perfect way, otherwise you may create a very different effect. Потому что для правильного качественного жертвоприношения нужно приносить мантры, а нужно быть очень точным в произношении, иначе вы что-то вообще наколдуете себе непонятно. In Madhurya Kadambini, there is an example given. Есть такой пример в Madhurya Kadambini. Kadambini. Now, somebody made a sacrifice. He wanted to kill Indra. No, he wanted to kill one particular demon. Там описывается такая история, что один демон, No, somebody. Что просто кто-то. He made a sacrifice. Кто-то хотел сделать. To kill a particular demon. Да, провести жертвоприношение, чтобы убить одного какого-то демона. No. But he pronounced the mantra wrong. Но вдруг он произнес неправильную мантру. So he created a demon to kill Indra. Тогда он создал такого демона, который убил Индру. Because Kali Yuga, Потому что people are not qualified to и chant. люди не квалифицированы для One mistake in chanting. Просто одна ошибка в повторении и все. Therefore, when we make sacrifice, we only chant mantras of offering. No mantra was very complex, like invoking some power or some curse. No. We don't play with that. Сегодня мы повторяем мантру только когда мы предлагаем пищу, допустим, да? Но раньше мантры прочитались для того, чтобы там какую-то силу вызвать, там, да, какие-то мирные вещи совершить. With mantra and jagya, fire sacrifice, you can do anything. С помощью мантры и яги, то есть жертвоприношения, вы можете просто что угодно совершить. In Kali Yuga, no Brahmins are qualified. В Кали-югу даже браманы не могут этого сделать. So we just offer grains, with mantras of offering. Oh, I'm offering to this one, to that one, to that one. But we're not making a sacrifice of, okay, I want a very powerful son who will kill that demon. Например. Поэтому в наше время, даже если проводим яги, потому что мы там кидаем какие-то группы растения, да, в костер, а не то, что как было раньше, там, я хочу сына, который бьет этого демона. Because Brahmins are not qualified today to do that. Да, потому что сейчас браманы не настолько квалифицированы. So what jagya we're supposed to do? Sankirtan jagya. Поэтому какая, естественно, с вами только единственная ягия, которая называется санкиртана яги. Means chanting the mantra of the holy name. Что означает повторять 100 имя. How to chant it? А как же повторять ее? So many indications are given. Дано столько много инструкций. And many times we don't get the fruit because we don't chant properly. И часто мы не получаем плод этого повторения этой мантры, просто потому что мы неправильно ее повторяем. We chant in a very whimsical way, like capricious. Да, мы просто как капризно как-то воспеваем, так и повторяем ее, особо не вдаваясь. With neglect. Пренебрежительно. So we get result, but not the full result. Мы получаем результат, но не полный результат. Yes, our heart is becoming purified. Конечно, наше сердце очищается. But not as quickly as it should be. Но не так быстро, как хотелось бы. Because we chant with what is called offenses. Потому что мы воспеваем с так называемыми оскорблениями. And we discussed this recently, like in Raevka and also in. И как раз в Раевке и в Перми мы обсуждали эти самые оскорбления. But mainly we do two offenses. Но самые два главных оскорбления из них. We chant with inattention. Это то, что мы повторяем мантру без внимания, невнимательно. We don't make enough effort to concentrate on what we are doing. То есть мы не прикладываем достаточно усилий к тому, чем мы занимаемся. We chant, but not giving it a whole. То есть, конечно, мы повторяем мантру, воспеваем, но мы не уделяем этому все наше внимание. Or we maintain some material attachments. Либо мы поддерживаем все свои материальные привязанности. Officially, we want to give them up. Официально мы должны отказаться от них. But not so quickly. Но не так быстро. We want. Мы бы хотели бы отказаться от них. Не так быстро.
в своей книге «Сокровища святых имен» Махарадж пишет, что как правильно произносить, то есть Харе Раму или Харе Рам. То есть и так правильно, то есть получается надо повторять, как тебе нравится, что ли, или как все-таки повторять? Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Рам, Рам, Рам. You can say also Rama. It's not the last, the accent is not Ram, the first Hare Ram. But you also say Rama, but not the accent, not Rama. That's what he wants to say in the book. I don't know if they really translated properly. Надо немножко расправить киду, прям точно такой же, то же самое книжку цитировали. Идея какая главная? Не нужно говорить Рама, да, не нужно делать акцент на финальную А. То есть она такая, говоря термином, редуцирована, то есть такая не А и не О, да, что-то такое. Потому что если говорить Рама, получается Рама, да, который там царь был. Вот. So the accent is on the first Ra. Просто делайте ударение падает на первый слог. Рам. You may pronounce Ram, but not Rama, Rama, Rama. То есть даже если у вас в конце звучит как бы А, окей, но просто вы делаете ее тоже ударной, типа Рама. Hare Ram, Rama Rama, Hare. So Rama, but not Rama. So in his book, I think this is what he wants to say. Потому что Рама это уже Лакшми. Ram, it can also be Lord Ram, Shri Ram. Потому что Рам тоже может быть как бы Шри Рам. Ramachandra. Therefore, we sing. When we sing, we mean Krishna, that is Yashodanandan Krishna, and Ram, Radhika Raman Ram. Like this morning I was singing like this. Потому что как раз в мантре, да, мы поем Krishna means Yashodananda. Потому что Кришна означает Yashodananda Кришна. Not the Krishna of Dwarka, the Krishna of Mathura, the Krishna of Vrindavan. Именно Кришна из Вриндавана. And Ram Рам means Krishna also, Radhika Ramana. Тоже относится к Кришне, называется Радхика Рамана. With Radhika. То есть это Рама с Радикой. Not Ramachandra. А не Рамачандра. Not Parasura. Not Balaram. Не Баларам. Not Rama, the goddess of fortune. Не Рама, это же Лакшми. Ram Krishna. Рам Кришна. Therefore we sing Yashodanandana Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. What do you mean by Krishna? Yashodanandana Krishna. Да, то есть мы говорим, что это Yashodanandana Кришна в этом уважении. No, Radhika Ramana Rama, Rama Rama, Hari Hari. And when we say Rama, what do we mean? Radhika Ramana. И когда мы говорим Рама, что мы имеем в виду? Радхика Раман. What time is on program? 8:45. 8:45. Until 8:45? No, it's 8:45. No. 7? 7. Расписание? Until what time is the class in расписание? До 8. О, до 8. So we still have 30 minutes. Подожди, у нас уже 8? Yes. So 15 minutes. Через 15 минут, да, уже? 15 минут. С 8 до 9 уже. Okay, now in 30 minutes it's dinner, and then at 9 we have lunch. Okay. So any other questions? Какие-то вопросы, может быть, есть? Is everyone understands clearly the difference between Buddhism, impersonalism and personalism? Все ли теперь понимают разницу между буддизмом, имперсонализмом и персонализмом? Ну, это понятно. А еще вот сейчас в Индии же тоже растет население, количество. А те, кто рождаются в Индии, их как можно там характеризовать по молодости, по опыту там, или по концу? Ну, то есть, или он недавно там материализовался, или уже крайнее рождение. Говорят же то, что еще несколько лет, и население Индии перепрыгнет население Китая уже. Это о чем может говорить? So, since we're talking about like population of China, maybe that like so many Chinese now because the people get this last chance. So the question is, what about India now? We have so many people there, and so to be born in an Indian body. So what does it indicate? Like where you now with your chances? It's good sukriti, due to sukriti. Это происходит из-за хорошего сукрити. Like sukriti is like
the result of good activities. А сокрытие – это результат хороших поступков. We can see many people, many very sinful people, they're about to lose a human life. Мы можем видеть, что очень много людей, которые просто совершают столько много греховных поступков, и они на самом деле близки к тому, чтобы уже покинуть физическое тело. Все больше не получают шанс. И с того, что мы только что сказали, да, что они получают тело китайца, поэтому популяция Китая повышается. So many people in the West know they practice spiritual activities. Но с другой стороны, на Западе сейчас столько много людей занимаются духовной практикой. So many kinds of yoga. Так много сейчас есть видов йоги. And so many devotees, bhakti yogi. И так много преданных бхакти-йоги. So those people they take birth in India. И именно эти люди, они получают рождение в Индии. No. So Indian population also increases. Поэтому популяция Индии тоже растет. Those two are increasing, right? То есть вот именно эти две страны сейчас и вот увеличиваются популяцией. Other countries in the world less. В принципе, во всех других странах сейчас популяция падает, да? Like if you look on YouTube about demography in the West, very big problem. Например, если сейчас пойдете на YouTube, посмотрите какие-нибудь видеоролики о популяции в мире, да, в разных странах, то вы просто увидите, что в Европе очень большая проблема сейчас популяции, потому что она очень сильно падает. Yes. Normally, to renew the generation, you need every woman should have 2.1 children. Потому что по статистике, да, чтобы полностью обновить поколение, восполнить поколение, да, чтобы создало поколение жителей в стране, каждая женщина должна родить 2.1 ребенка. Yes. Ну, то есть, как минимум 2. Yes. Да, But now in Europe, not one country has this. Но сейчас в Европе ни одна страна вот этому принципу не следует. France, which has the most, they have 1.8. Во Франции, где больше всего детей рождается, у них по статистике 1.8. It means you don't even renew the generation. То есть, значит, мы не только не обновляем население страны. Germany, for instance, they are down to 1.3. А, допустим, в Германии вообще 1.3. So it means it's irreversible. То есть даже получается, что они уменьшаются с каждым You годом. cannot catch back this. То есть уже все невозможно восполнить, когда It появится в means обратную сторону. in 1 century no more Germans. Что через век больше не будет немцев. It's like a not a theory, it's an axiom. То есть отрицательный прирост населения, да, получается. Just to renew, to have the same number of people, because so many people die, you need 2.1 children per woman. Just to have enough. Это чтобы поддерживать этот уровень естественного прироста населения, просто поддерживать даже, нужно, чтобы каждая женщина рожала 2, ну, там, среднее число, да, 2.1 человека, ну, там, процент. А они там делают, Германия 1.3, Франция 1.8. 1.7, 1.6, 1.5, 1.3. Капут. 1.3, все, конец, нации скоро не будет. А еще, те, кто рождаются в России, они, ну, и про них что можно сказать? Okay. Не про количество населения, а вообще, ну, вот, то есть они там... Well, да. why do you think I come back so happily to Russia? Как вы думаете, почему я так часто приезжаю в Россию? I'm in the airport waiting in line with my passport. Я, когда прихожу в аэропорт, просто прям жду уже с паспортом. And inside I am singing and dancing. А внутри я просто пою и танцую. Back to the USSR. Yes, I'm back to the USSR. Я вернулся в Советский Союз. No, I mean I'm back to Mother Russia. То есть я вернулся в матушку I России. feel like that. Я I'm так back себя to Mother чувствую. Russia. Потому что я снова в России. Because only in Russia you find Vedic culture, except India. Потому что только в России можно найти ведическую культуру. No other culture. No other country. Больше нигде, ни в какой Here другой still стране. there are very strong Vedic roots. Потому что здесь все еще сильны ведические корни. Now, every time I visit a city in Russia, there's so many new devotees, so many new people interested. Каждый раз, приезжая в очередной город в России, я вижу столько много новых преданных, столько заинтересованных людей, столько много новых лиц. No. I don't find this in America, I don't find this in Mexico, I don't find this in England, I don't find this in France.
any other country, or in Australia, no other country. Такого я не вижу нигде, ни в Америке, ни в Only Англии, ни в Европе, да, ни в Индии, только здесь. No. У вас есть, no, мы говорим по-французски, no. У вас есть славянская душа. A special type of soul who has a natural tendency for spiritual life. Это вот качество какое-то естественное души, это вот испытывать желание к духовному чему-то. And it was visible right after Perestroika or Glasnost. Перестройка? Glasnost. When Soyuz Glasnost. Гласность когда появилась? When Soviet Union, when the communist regime fell down. Когда случилась перестройка, да, и коммунистический режим. Then we saw an explosion of spirituality in Russia. Просто произошел взрыв духовности в России. Oh, now we can practice. Такие, наконец-то мы можем практиковать нормально просто. So many, all domains, all во всех different сферах, types. во всех видах практик. Nowhere else in the world like that. Больше такого нигде не было. No, when Czechoslovakia became free, or Romania, or other countries, not like that, but Russia. Spiritual explosion. Похожие, да, реформы, революции происходили и в других странах, допустим, Чехословакии, да, они там тоже не распадались, там, да, что у них рушилось. Вот. Но такого взрыва у них не происходило, только в России. So it's very encouraging. When I come here, I know I'm speaking and people listen and they put in practice. Поэтому, на самом деле, для меня это очень вдохновляет, потому что здесь я вижу, я говорю, и люди слушают, и сразу начинают практиковать. I say something, maybe as if, and the next time I come, for instance, I say, oh, you know, actually, I'm giving you these beads. You see here, when you have finished 16, you pull one here. When you have finished another 16, you pull another one. Another 16, because the standard is 64. I explain like that. And then I come back the next year, I ask, how many rounds you're chanting? Standard. Значит, only in Russia. Только в России случается такая история, когда, допустим, новому преданному я даю четки, объясняю, что вот здесь 16 есть, здесь еще 4, и ты каждый раз прочитываешь 16, двигаешь одну бусину из 4 в сторону, и таким образом потом еще 16, еще так, и получается вот такой стандарт. Возвращаясь через год, я обращаюсь к этому преданному, говорю, ну что, сколько ты читаешь шагов? Он говорит, ну стандарт, а стандарт это сколько? 64. Только в России. No other country. Больше нигде, никакой другой стране, только в And I've России. been traveling for so many years. А я уже путешествую столько лет по всему миру. This only happens in Russia. И это случается только в России. And not people like who have nothing to do. И это значит, что здесь люди просто этим заняться. No. No. The first student to whom it happened is a doctor and he has a family. Вот первый случай, который такой произошел с таким разговором про стандарт, на самом деле он был доктором, у него семья вообще есть. But it changed 64, no? И просто 64 грубо I читали. remember the first time I came to Russia in this life, in 2004. Помню, в этой жизни, когда я впервые приехал в Россию, в 2004 году. No, we had a festival with Narayan Maharaj on Volgograd. У нас тогда был фестиваль в Волгограде с Шримадом. So, at one point I was asking the devotees, who is chanting 64 rounds? Да, я спросил нескольких преданных, кто вообще читает 64 круга? And there was about 400 devotees or 350 devotees. Тогда I было don't remember. примерно 200, 250, 300 преданных сказали. Помнишь, сколько преданных было? Я был в Волгограде, не был. Наверное, 400. 400? Когда? About 400. You said 400? Yes. 400 людей. Okay. So when I ask, how many people chant 64 Так вот, rounds? я из этих 400 людей спросил, Because somehow кто the, читает 64 круга? because somehow the topic came. Потому что какая-то тема-то всплыла. So about 25 hands raised. Тогда 25 рук просто взлетели в воздух. And I was like, 25 из in 400. no other country. И больше нигде такого не было. No. And many of them were ladies, dames. No.
Многие из них Not были new devotees, no. дамы уже не, Да, то есть не новые, не юные. Business. I mean, То one есть was a сеньоры. nurse in hospital. Она I была remember. уже там медсестрой в этой больнице. 64 months. 64 года. Only in Russia. Только в России так. Sometimes I think I should not come here. Иногда я думаю, что может и не стоит сюда приезжать. No. I should stay in France. Нужно съездить во Францию. And then you should come to preach to me. А вам нужно приехать ко мне во Францию и проповедовать мне. Because I know, actually Narayana Maharaj, Gurudev, in Volgograd, he told us. Потому что на самом деле Шримад Махарадж в Волгограде, он нам He сказал, was speaking to a group of Europeans and Americans. он тогда общался с группой европейцев и американцев. And he told us, you know, the heart of those Russian devotees is much more pure than your hearts. Он сказал им, знаете что, вот сердца этих русских преданных, они во много раз чище, чем ваши. No, because no, they have not the same, no, they were not spoiled like you, Americans and Western Europe. Потому что они не испорчены, как вот вы, американцы и европейцы. Because of the regime that they were living in, they were like forced austerity, so they did not. No, the heart has not become spoiled by so much sense. Потому что так случилось, что они очень много веков, да, жили в аскетичных условиях, то есть они вынуждены были жить в аскезе, поэтому они не испорчены, как вы. I remember that all the time. Я часто вспоминаю, да, что ваше сердце более чище. In Europe and America, so much sense gratification. В Европе, Америке столько много удовлетворения чувств. America even more than Europe. Америке даже больше, чем Европа. Western Europe is still a little simple. То есть Восточная Европа, в принципе, все еще такая простая. Америка вообще. Right? Ну да. After Russia, when you go to America, isn't it shocking? Well, it's shocking. It's different place. Она живет сейчас в Америке. Год? Год, да. Год. Она может, сказать. После России Америка это шок. Да. In many ways, да? Ну да. А можно еще вопрос? Да. Во Вриндаване познакомились с людьми, которые из Узбекистана уехали, и они рассказывают, что там у них прям на государственном уровне прям преследуются там штрафами какими-то и так далее, просто даже чтение мантры там им приходится там секретно это делать, ну и в итоге они, конечно, оттуда уезжают. Почему там так такие вот? Что? Это в Узбекистане? Да. So I heard that in Uzbekistan, they have proven that like people who chant mantras, like preaching, to give huge fines, so it's a kind of illegal government. Вопрос. So what do you think? Why? Почему вообще, да? Я был в Узбекистан много раз. Я проповедовал там. И я не пойду сейчас, потому это проблема. It's a Muslim republic, Muslim republic. Нет как здесь, Башкир ислам, как яркий, integrated in society. No, there. And the government, at first it was okay. Поначалу было нормально все в Узбекистане. Because we were meeting in the same apartment that they were meeting in Soviet time. Мы встречались с ними в той же самой квартире, где встречались, когда еще были советские времена. No. I remember when there was like presidential election, then the KGB, they came to tell us, please, there is election, so we don't want you to meet, so please be discreet. Помню, тогда пришли нам работники КГБ и сказали, что сейчас у нас новые выборы, пожалуйста, мы не хотим шума и проблем, поэтому, пожалуйста, не встречайтесь. So they knew we were meeting there, but they did not give problem. То есть КГБ знала, где мы встречаемся. Но как бы проблемы не возникало из этого. Then after that they became more strict. Но потом постепенно они стали более строгими. I could get only visa for 13 days. Я мог получить визу, например, только на 14 дней. No, and I could not live except in a hotel and paying in foreign money. И жить я мог только в отеле и платить за проживание иностранными купюрами. Local devotees, they did not have that kind of money. А преданные местные, у них не было столько денег. If you know the value of the sum, the local money, it takes like потому что у них деньги обесценены, да, и получается, у них нужно очень много бумаги и купюр, чтобы платить что-то.
An hotel, no, minimum $100 or $90. А отель, допустим, стоил там 90 или $100. So it means for 13 days the devotees have to pay how much money? Поэтому за 14 дней, за пару недель сколько даже начали заплатить жилье. It was quite difficult. То есть было все очень сложно. No. Then after I heard, that after me, some Indians, they came, and then KGB came, arrested everyone, deported them, put them in the airport back to India, and arrested all the devotees and give like $3,000 штраф. And poor devotees, how they pay this money? Yeah. That was many years ago. Я слышала, что потом в этой же самой, в этом самом, Узбекистане, однажды встретил один индийский уже проповедник, и тогда приехала КГБ и всех арестовала, этого проповедника просто депортировали из страны, а всех преданных тоже арестовали и дали им штраф, там $350, что просто огроменная сумма для них, вот, и просто они, им пришлось платить. After that, I wrote to them many times, I still want to come, how can I come? They said, Maharaj, мы не можем. То есть это мусульманское такое... То есть по-прежнему я пишу им, да, но они говорят, что типа, простите, мы не можем. Unfortunately, Muslims have this concept. If you're not a Muslim, you're kafir. К сожалению, у мусульман есть такой концепт, да, такое представление, что убеждение, что если ты не мусульманин, значит ты кафир. And kafir means heretic. Кафир означает еретик. No. So if you're kafir, we can kill you, we can steal you, we can rape you, no problem. А раз ты кафир, тогда мы можем тебя арестовать, убить, все, что хотим. Because God hates the kafir. Потому что Бог ненавидит кафиров. This is what they teach. Вот так вот чему они учат. So when the country is very Muslim, then this kind of problem happens. Поэтому, когда страна очень уж мусульманская, такие проблемы возникают, к сожалению. Like this new zakon here that we have. Да, также в России новый закон, да? Actually, it is to stop Muslim preachers to come in Russia and preach jihad. На самом деле закон моей работы, наверное, да, о нем, кстати, идет речь. Он на самом деле был принят о том, что против мусульман, которые приехали бы в Россию и проповедовали, да, выдвигали всех джихад. Holy war. Священная война. So they want to keep like one moderate Islam, like here in Bashkir. Они хотели, чтобы в России сохранялся такой, нейтральное мусульманство сохранялось. Как, допустим, здесь в Башкирии. That is the idea. Вот такая была идея этого закона изначально. Они... Понимаете? Как жаль. Но они тоже, у них большой интерес вообще. Программа, every program 6, 7, 8 hours. Каждая программа шла 6, 7, 8 часов просто. They want so much. Они прям очень хотели. I remember programs, boom. Я помню эти программы. Start 9 o'clock in the morning. Начинали в 9 утра. And now it's we take prasad at 4 o'clock in the afternoon. И потом просад принимали только в 4 часа дня. Solid. Такой прям хороший просад. And so many questions. And так было много вопросов. So much interest. Очень много было интереса. Так, да. No, many of them they go to India. I see потом them. многие из них поехали в Индию, я видел. В Вриндаване я видел многих друзей, узбеки. So what is time now? One last question. Последний вопрос. Последний вопрос. No вопрос means full surrender. Все вопросы означают полное предание. Okay? Да, мы будем. Есть вопрос? Да? Вы сейчас сказали пример в отношении концепции Кришны. То есть как бы Радха и Кришна, мужская часть и женская часть. Какой из этих частей мы поклоняемся и как бы так? So you said that in mantra we have it just in general we have a feminine and masculine aspect of the God, so Radha, Krishna. So to which one we Both. Оба.
They are God. We don't worship many gods. Они есть Бог, мы же не поклоняемся многим богам. No, they're one in two forms. Они единый Бог в двух формах. So when we are chanting Hare, this is for Radha. When we chant Krishna, this is for Krishna. Поэтому, когда мы говорим Харе, мы успеваем Вишну, а когда говорим Рам, мы успеваем Рам. So we pray, Oh Hare, Oh Krishna. Поэтому мы молимся, О Харе, О Кришна. Please let me engage in your service. Пожалуйста, позволь мне служить тебе. Let me serve you. Позволь, Let me develop my love for you. позволь мне развить любовь к тебе. Both, оба. And in our line, specifically more towards Radha than to Krishna. Но в нашей линии особенно, конечно, у нас как бы акцент больше на Радху. That is the line of Chaitanya Mahaprabhu. Это The line of Chaitanya Mahaprabhu. в линии читания Прабхупады. He has come with the mood of Radha. Потому что он появился с He настроением is Krishna, but in mood of Радхи. Radha. Он Кришна, но в So настроении Радхи. specifically in our line of masters, Поэтому, если говорить о нашей линии гуру, or gurus, they put accent on the service to Radha. таким образом, они все гуру говорили о значимости служения именно Радхи. Like if you go to Vrindavan, Если пойти в everyone, oh Radhe, Jai Radhe, on all the trees everywhere, Jai Shri Radhe, Jai Shri Радхи, на деревьях, там, не знаю, граффити на домах написано Джай Рады, Шри Рады. We Westerners, we say, oh Hare Krishna, but they say Jai Shri Radhe. Допустим, мы на Западе говорим Харе Кришна, а они, люди говорят Джай Шри Рады. More accent. То есть акцент больше на And Радхи. Prabhupada writes in his book. На самом деле, Шримад об этом пишет в своей книге. No, there's two departments. Что есть два The department of justice and the department of mercy. Что есть два департамента. Департамент справедливости и департамент милости. So it is in our interest to approach the department of mercy than more Да, than и он justice. предлагает нам обращаться в департамент милости, а не справедливости. Because if we approach the justice department, maybe. Потому что если будем обращаться в департамент справедливости, возможно, мы вот так. If we present our case to the mercy А department, если мы своим делом отправимся в департамент милости, то then we have more chance. у нас с вами больше шансов. So even in the mantra, first Hare, Hare Krishna. Поэтому даже в мантре сначала говорим Харе Кришна. Not Krishna Hare. Но не Кришна Харе. Radha Krishna. Рада Кришна. Sitaram. Ситарам. Lakshmi Narayana. Лакшми Always Нараяна. the feminine merciful aspect. Женский милостливый аспект идет первым. Radhe Shyam. Рады Шьям. Women are more merciful. Потому что женщины, они более милостливы. I remember when I took sannyas. Помню, когда я получил саньясу, This actually is for begging. на самом деле, эта часть, она для просьбы милости. So Пожертвовать. in India, sannyasis they go door to door begging. Oh mother, please give me some. Да, спасибо, я буду. В Индии саньяси не ходят с этой частью, ходят и попрошайничают, да, пожалуйста, дайте мне что-нибудь. You approach every man, oh Bhavam Bhiksham Dehi, Bhavani Bhiksham Dehi. Oh father, give me some alms. Oh mother, give me some alms. Charity. Пожалуйста, там женщины, мужчины, пожалуйста, дайте мне благотворительности. And traditionally, the day you take sannyas, you approach everyone and they give you some donation. И на самом деле, по традиции, даже час, когда человек получает саньясу, он ходит вот этой частью вот так и просит у всех пожертвований. So when I took sannyas, it was during a big festival. Я получил саньясу на большом-большом фестивале. And there were hundreds and hundreds of devotees. Там было просто сотни и сотни преданных. So I was approaching the man. Я подошел к одному мужчине. And they put 10 rupees, 100 Положил rupees. там мне 100, 10 рублей, 100 рублей. And I approached the ladies. Подошел к женщине. Minimum 500 rupees. Как минимум 500 рублей. From the man I got this. От мужчины я получил вот столько, а от женщины вот столько. Because by nature, woman's heart more soft. Потому что по своей природе женское сердце оно более мягкое. What are the values of woman? И каковы же ценности женщин? To nourish, like кормить. Да, и для них ценность, для них что важно? Кормить, там, да, заботиться, устраивать отношения. And what are the man's value? А каковы ценности мужчин? Power, competition. Сила, соревнования, If I can get the first конкуренция. role, if I can get the first Если position. я получу там главную позицию. But ladies, all relationship, health, кормить. Да, женщины вот, да,
помощь, отношения. Who is taking care of the children? Mothers. Кто заботится о детях? Мамы. Sometimes father. Ну, конечно, да, папа тоже заботится. But mostly mother. Но в большинстве своем это мама. So because of that they have another emotional apparatus. Именно поэтому у них их эмоциональный аппарат по-другому устроен. Man, we know. We have only one button, on, off. У мужчин есть только одна кнопка для эмоций. Вкл-выкл. But ladies, so many. А у женщин так много рычажков, кнопочек, барометров. Because they need this to take care of children, to take care of family, to. Потому что все это нужно. Role, different mission. Потому что у них множество есть ролей и миссий, и им это нужно для заботы о семье, о детях, о муже. And men, they can just take off the emotion. А мужчины просто включают и выключают эмоции. If you have to defend, if you have to fight, if you have to kill, you cannot have the same emotion as a lady. Потому что если твоя миссия мужчины, там, да, может тебе придется там убивать, там, да, или защищать, ты просто не можешь позволить себе чувствовать столько эмоций. So God has given us different. Поэтому Бог нам дал разные эмоциональные аппараты. Okay, let's go and take prasadam, and after we are the concert. Ну все, давайте пойдем поедим просад, почтим просад. With our friends. С нашими друзьями. And I think we're gonna have. И потом придем на концерт сюда. Joint kirtan. Сегодня пробуем At one соединить наш point, киртан mixing. с